Всем привет! Сегодня я наконец-то продолжаю смотреть на творчество от Ginger. Песня называется "Перениал". Название весьма интересное, поэтому давайте вместе посмотрим. Это музыкальный клип, я так поняла. До этого я больше смотрела ее выступления живые, поэтому музыкальный клип определенно будет интересно смотреть. М, Как все мрачно. This autumn feels like funeral to me, the longest song of grief, and not for what has Ух ты! passed, but for what shall last. Оу, грустно. Это она танцует? Exhausted nature is so toxic Ага. and so eternal. Almost spectacular tears ridiculed yourself. Death blows her slowly, Вау. flowing to the toes. Merciless life is falling off her head. I'm here with her. О, I'm дым идет. dressed with a few petals on my breast. We shared our creates and let the landscapes do the same. I love your warmth, but yet prefer to sleep and come to alone. We fixed our eyes up to the sky to see a flight, set us farewell. О, Where we see each other next time. So please come back to celebrate this festival of life. There is no flight to take a risk that would not return. Now cry and then die. Tomorrow I will meet you with yourselves restored. а. Знаете, тут, вообще интересно. Я думаю, что все таки помимо текста они также закладывали большой смысл и, ам, сюжет музыкального клипа. Тут, допустим, как я поняла, тут, песня поется про времена года. Ну, как сказать, ам, про круговорот нашей жизни больше, да. Тут, сначала, они исполняли про осень. Осень олицетворялась, больше как смерть, как конец чего-то, как утрата, как, вот такое грустное чувство. И также пелось о том, что вот в нашей природе, к примеру, дерево, да, это как самоубийца. То есть, вот эта осень — это как бы это правильно сказать? Как 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 возрождается, да, к примеру, на дереве листья, и также дерево само себя убивает, наша природа. И убивает она сама себя для того, чтобы переродиться. И тут, она поет про круговорот жизни. И, весьма интересный вот такой сюжет. Я, немножко даже опешила, могу сказать, от того, что она, ам тут вдруг, не знаю, лежала ни с того ни с сего, начала расчесывать волосы, заплетать косу и побежала на улицу и начала копать. Я не знаю, могилу ли она копала или что, но выглядело немножко пугающе. И тут дальше переход,
к зиме. Я все же думаю, что это больше как будто бы, знаете, о этапах, жизни, да, вообще, вот эти переходы. То есть, если осень- смерть, то, зима больше, наверное, как покой. Я не знаю, что дальше будет, посмотрим. Давайте. Интересно, может быть, через, минуту я поменяю свое мнение, но пока не знаю. And you will tradition of mass destruction in the name. Знаете, что очень хочу отметить? Образы у Татьяны мне очень нравятся. Вот, допустим, когда они в темной комнате, когда она исполняла вместе со своей группой, все выглядело, да, весьма мрачно, но у нее такой образ интересный там был и вместе с дредами, я так поняла. И дальше, когда они показывали все таки осень, вот эту атмосферу, и она такая, можно сказать, без макияжа, такая простая и так юно выглядит, и вот эта атмосфера чего-то жуткого, ощущается. И тут, зиму показывают, и тут она в светлом платье бежевом, и так и у нее укладка такая, и очень нежно она, выглядит. И я думаю, что все таки возможно, я угадала, что будет, зима, как олицетворение покоя, потому что, зимой многие животные в спячку впадают, да и как бы люди, тоже особо ничего нового, можно сказать, не делают, да, все всегда в ожидании, чтобы пережить эту зиму и уже начать что-то делать, весной, летом. В общем-то, так. Вот эта зима всегда у всех, мне кажется, живых существ, как покой, как какая-то пауза в жизни воспринимается. Tradition of mass destruction in the name of total reconstruction. My biggest source of confusion, the reason of decay and disillusion, unto permanent eyes. We found breathless paradise. No, we're not dead. No, we're not dead. Just enjoying coma. Ого! Ахаха. Все таки в конце она себя закопала. Я так понимаю, что, а, тут, опять-таки, интерпретация так же, как и с природой. То есть, она, откопала, можно сказать, себе могилу и закопала себя для того, чтобы переродиться. Я так это восприняла, такую концовку. И да, то, что вот, всё же как зима, как покой, дальше весна, перерождение. Ну, в общем, в целом песня, по моему мнению, про цикл жизни, также в пример приведенная в виде нашей природы. И, вот то, что смерть- это не конец,
Это, наверное, как перерождение, как начало чего-то. И также в жизни, то есть, не в буквальном смысле, конечно, а чувство разрушения, чувство апатии. Вот также она пела о том, что, мы не живые, не мертвые, мы, как будто бы в коме. И да, действительно, к сожалению, такое бывает. Никто от этого не застрахован. Самое главное — не оставаться в этом состоянии навсегда. И, это абсолютно нормально. И после такого состояния, можно сказать, мы перерождаемся. В моем понимании то, что также какие-то проблемы, которые приводят, нас к каким-то переживаниям, к расстройствам, либо же, к депрессии, к примеру, да. После всех таких моментов, трудностей человек, мне кажется, все таки меняется и смотрит на жизнь другими глазами. Это больше как перерождение. Я и на себе это тоже, абсолютно полностью понимаю, то, что так как в течение жизни у нас, к сожалению, очень много всего происходит, и с помощью этого мы нарабатываем опыт и, можно сказать, перерождаемся, потому что мы в течение жизни меняемся как личности, как люди, и характером, и поведением. К сожалению, мне кажется, невозможно остаться такими же, как и раньше. В общем, Джинджер нам поет о том, что, да, вот такой у нас цикл жизни, не только у нас, у людей, также и у природы. И это абсолютно нормально. Вот. Мне очень понравилось, то, что они вот так преподнесли этот смысл. Немножко пугающе было то, что она закопала себя, но тем не менее, они авторы, и они так видят. Мне, в принципе, это тоже понравилось. И мне очень понравилось то, что именно я, по-моему, 2 музыкальных клипа, именно клипа смотрела от этой группы. То, что Татьяна, можно сказать, играет главные роли, и мне нравится то, что она перевоплощается в разных, можно сказать, людей. И мне это очень нравится, смотреть на нее с разных сторон. Мне очень понравился больше образ, когда она вот, в снегу, зимой в лесу, можно сказать, находилась. Ей очень идет, время от времени выглядеть так мило, на самом деле. Вот, в общем, пишите в комментариях, знаете, свои мысли касаемо этого текста и касаемо этого клипа, потому что он такой неоднозначный, и каждый человек по-своему его воспримет и поймет. Поэтому я буду очень рада вашему мнению, что вы поняли из клипа, из текста. В общем, пишите в комментариях, мне будет очень приятно с вами поговорить. И, конечно же, я благодарю вас за просмотр. Всем спасибо, пока.